Здравствуйте, господа! Начинаем сегодняшнюю лекцию, которая посвящена нутрициологии и биологически активным добавкам моей компании «Тибетская формула». Данное видео транслируется на моих сайтах aduiko.com и tibetan-formula.com, а также на моем YouTube-канале, который называется «Тибетская формула. Спасительные рецепты». Сегодня я постараюсь ответить на ваши вопросы, которые вы прямо сейчас задаете. Также думаю, что найдем совместные, интересные нас общие темы и поговорим об этом. Здоровым быть легко поможет вам Андрей Дуйко. Итак, Люба, доброго дня. Скажіть, які препарати можна поприймати з ТФ, якщо кіста у головному мозку і судинне вогнище приймала АСД, що можна ще поприймати? Любые судинные вогнища или любые сосудистые воспаления, которые происходят в коре головного мозга, связаны с повышенным артериальным давлением, черепным давлением, также могут быть следствием мальформации, это расслоение сосудов, а также следствием атеросклероза. Все три эти компонента, их можно и нужно на них обращать внимание, их нужно лечить. Итак, первое — это атеросклероз. Особенность атеросклероза, как правило, заключается в психосоматическом состоянии человека, когда уменьшается количество сна. Давно уже я наблюдаю за физиологическими процессами, происходящими у человека в его жизни, и могу сказать, что ограничение сна, уменьшение сна очень часто приводит к появлению или увеличению холестерина и липопротеинов, извините, низкой плотности, и это в дальнейшем может приводить к появлению атеросклероза, и конкретно атеросклерозов сосудов, и, как правило, включая сосуды мозга. Именно поэтому я бы рекомендовал людям, которые имеют проблемы, которые связаны с сосудами, начинать чуть-чуть больше спать. То есть необходимо увеличивать длину сна, необходимо дневной сон. Если провести статистику, то в таких странах, как Испания и юг Италии, атеросклерозом болеют меньше, чем во всех остальных странах. Именно поэтому особенность этих стран заключается в том, что принятый дневной сон. Именно поэтому я хочу сказать, что у людей, у которых есть проблемы, связанные с сосудами мозга, необходимо увеличивать сон ночной и сон дневной. Ложиться спать не позже 11 часов вечера. Сон должен быть не менее 7 часов. Второе. Мои препараты. Великолепный препарат, который называется «Здоровые сосуды». Второй препарат, который называется децепин. Третий препарат антипорезин. Ну и четвертый атеросклеропатин. Все четыре препарата я рекомендую принимать при любых воспалительных процессах сосудов коры головного мозга, пожалуйста. Далее, какие продукты устраняют повышенное внутричерепное давление? Любые опухоли мозга, включая опухоли, связанные с менингитом, энцефалитом, любые опухоли, связанные или дисфункции, которые связаны с мозговой деятельностью. Как ни странно, в народе считается, что применение сока редиски или редьки помогает избавиться от заболеваний мозга. Так, после инсульта, во время воспалительных процессов мозга, при повышенном внутриглазном, это макулодистрофия, внутричерепном давлении рекомендую принимать сок редьки или сок редиса. 1 столовая ложка 3-4 раза в день. Народный рецепт, который пришел к нам из Польши и Западной Украины от мальфаров, которые в свое время очень эффективно излечивали и помогали людям справиться с заболеванием мозга. Итак, первый рецепт — это использование обертывания головы. Берется обычная суконная ткань, обмакивается в прохладной воде, отжимается и оборачивается вокруг головы и лица. После чего
Вокруг этого холодного полотна обматывается теплое полотенце, и человек в таком положении находится от 20 до 1 часа, после чего вытирает голову. И считается, что если выполнять ежедневно, желательно перед сном на протяжении 30 раз в разное время, можно через день, то это излечивает заболевания, связанные с инсультом, связанные с дисфункциями сосудов мозга и так далее. АСД вам не нужно, нужны препараты. Из таких полезных, наверное, веществ, которые я бы рекомендовал при таких проблемах, это помидор. Дело в том, что помидор имеет в своем составе ликопин. Ликопин — мощнейшее средство от атеросклероза и, как замечено, великолепное средство при реабилитации после перенесенного инсульта или при каких-либо вот таких проблемах, особенно если есть развивающаяся мальформация. Ну и любые успокоительные препараты. Саним. Здравствуйте, Андрей Андреевич, ходила на УЗИ, выявили образование кисту небольшого размера возле правого яичника. Подскажите, пожалуйста, способы лечения. По вашим рекомендациям ставлю уксусную салфетку. Можете, пожалуйста, уточнить, сколько нужно прикладывать уксусную салфетку на низ живота и сколько раз в день? Обычно это ставится на 15-30 минут перед самым сном. При этом я рекомендую использовать мою мазь вагинально. Она называется Endometrix. Вводить ее необходимо на ночь, утром спринцеваться 1 стакан теплой воды и по 2 капли одного или по 2 капли каждого ароматического масла, нероли, аниса, жасмина и чайного дерева. При этом принимать препараты, которые могут устранить такую опухоль, называется препарат Miomax, второй препарат Прокмарти, третий препарат Женское здоровье и четвертый препарат Matrix Norm. Прокмарти, Женское здоровье, Matrix Norm. Принимайте данные препараты совместно с мазью Endometrix. Какие есть продукты питания, которые могут помочь устранить заболевания формирующихся кист яичника? Кисты яичника обычно связаны с тем, что происходит уменьшение гормональное или изменение гормонального фона женщины. Как правило, это увеличение прогестерона и уменьшение, наоборот, увеличение эстрадиола и уменьшение прогестерона. Это обычно связано с тем, что у женщины начинает в большом количестве выделяться кортизол, это гормон надпочечников, адреналин, который переводит кортизон в адреналин, а должен переводить в женские половые гормоны. Это все, как правило, связано с стрессовыми ситуациями. Именно поэтому необходимо помнить о том, что бороться со стрессами важно как раз в момент того, когда у вас появляется вот такое кистообразование. Ну и какие продукты питания необходимо женщине принимать для того, чтобы устранить кисты. В свое время, читая книгу Галины Марченко, которая называется «Целители», я прочитал интересный такой пост или интересную статью о рекомендациях женщины, которая была целительницей, которая находилась уже не помню где, по-моему, где-то либо в Польше, либо в Угорщине, где она описывала о том, как та женщина лечит определенным средством. Она лечит миомы, а также лечит кисты яичников, миомы матки определенным составом. Он делается следующим образом. Нужно было брать горшок, обычный такой керамический или глиняный, засыпать в него почки березы и заливать это сливочным маслом. После чего закрывать и томить вот в таком горшке не менее 10 часов. Такой же рецепт можно применять и в домашних условиях. Поставить в духовку кастрюльку, в нее засыпать почки березы и добавить туда сливочное масло, желательно натурально. В случае, если сливочного масла нет, можно использовать обычное оливковое, деревянное в народе. После чего томить на протяжении 10 часов на слабом огне, после чего дать остыть и отцедить.
Вот то, что получается принимать по чайной ложке 2 раза в день, также место, где происходят боли, миомы или боли, связанные с маткой, эти места активно массажировать при помощи с использованием данного масла. Само по себе использование березовых почек, коры березы помогает избавиться, даже в составе масляном, помогает избавиться от таких заболеваний, как холецистит, боли при холецистите, язвенный колит. Спасибо. Устраняет диарею, лечит заболевания женских половых органов. Березовая кора, березовые почки, экстракты березы. В моей компании это препарат бетулин по одной таблетке 3 раза в день. Узвар из березы, березовый сок, это все полезно сказывается на женские органы, репродуктивную функцию. Также турецкий вот такой есть рецепт, который в свое время рассказала женщина в Турции. Берется цветы белой акации, заливается холодной водой, настаивается на протяжении 3 суток. После чего сцеживается, правда не могу вспомнить, варится дополнительно или нет, по-моему нет, сцеживается и после чего процеживается, вернее, после чего пьется по полстакана 2 раза в день. Считается, что такой рецепт убирает у женщин аменорею, убирает кровотечение, помогает восстановить гормональный фон женщины. Гормональный фон женщины могут восстановить нутрицептики моей компании, БАДы моей компании. Это препарат, который называется Прокмарти, препарат Билиока, препарат Дисменора. Восстановить функцию матки поможет препарат Матрикс Норм. Воспроизведение и деторождение улучшить препарат называется Коронеш и Кинскит. Убрать молочницу поможет препарат Альбикан. В свое время Каплуненко, профессор Каплуненко рекомендовал использовать ароматические масла в ходе лечения женских заболеваний и урологических заболеваний. На фоне его научной работы мной были созданы препараты, которые называются Билиока. Это препарат из ароматических масел, в которые входят масла нероли, аниса, жасмина, чайного дерева. И использование такого препарата в виде вот таких гелевых шариков могут помочь, коллагеновых шариков, могут помочь восстановить микрофлору матки, восстановить гормональный фон женщины и репродуктивную функцию женщины. Галина Гребенниченко. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Подскажите, пожалуйста, можно ли вылечить болезнь БАС? Какие препараты вашей компании необходимо принимать? От чего возникает эта болезнь, по вашему мнению? Спасибо за ответ. Заболевание БАС, заболевание вот такого склероза, обычно, по моему мнению, формируется на фоне голодания, неспецифического язвенного колита, перенесенного вирусного заболевания. Очень часто это может быть связано с гемоцистеином, по моему мнению, но я так считаю. То есть нарушение холирования в организме приводит к появлению гомоцистеина в большом количестве. Это приводит в дальнейшем к появлению аммиака, и существует такой парадокс, наверное, недостаточно изученный, но на который обращают внимание, что при заболевании БАС очень высокий аммиак появляется в крови, и, как правило, это связано с гомоцистеином. Я считаю, что первое, это может иметь корни генетические, то есть происходит, видимо, разрушение ДНК, могут происходить какие-либо процессы, которые связаны с
гомоцистином метилтрансферазы, которая переводится в дальнейшем к перенакоплению аммиака. И есть уже варианты лечения этого всего атрофического склероза, бокового атрофического склероза. Это использование препарата бетаин. Использование препарата бетаин, использование препарата гепакс, переход на уменьшение употребления белковой пищи. Почему я говорю, что неспецифический язвенный колит? Очень часто в преддверии бокового как он там называется, БАС это боковой амиоспастический склероз, сейчас БАС, как правильно? БАС. Боковой амиотрофический склероз. Боковой амиотрофический склероз может быть еще и следствием неусвоения сахаридов при неспецифическом язвенном колите. И, как правило, это может идти длительное время, развиваться как запор или диарея. В дальнейшем у женщины развивается неусвоение полисахаридов, неусвоение сахаридов, появление аммиака. И это все необходимо вот таким образом устранять. Каким образом? Необходимо убрать любую лактозу и лактозосодержащие продукты. Второе, начать принимать препараты для поддержания печени и выведения аммиака из организма. Это препарат гепакс по 1 чайной ложке на 1 стакан воды 2-3 раза в день. И третье, применение препарата, можно бетулин принимать и принимать препарат бетаин, который будет связывать гемоцистин и таким образом будет устранять. Там происходит так. Происходит реметилирование гемоцистеина в метионин, который в свою очередь превращается в аммиак, происходит перенакопление аммиака, и это может происходить во время лактозонепереносимости, во время увеличения приема белковой пищи, во время аллергических реакций. И это все следствие неспецифического язвенного колита, как правило. То есть, по моему мнению, необходимо при синдроме БАС принимать препараты железняка, которые будут устранять заболевание неспецифический язвенный колит, который лечить никто не будет при БАСе. Это препараты можно принимать, допустим, каолин, 1 чайная ложка на стакан воды 2 раза в день. Далее работать над улучшением иммунитета, принимать препарат для иммунитета моей компании Embryo Plus и Instamax. Обязательно принимать 2 препарата, это гепакс, 1 чайная ложка на стакан воды, и препарат бетаин по 2 таблетки 3 раза в день. И вот таким образом пробовать лечиться, устранять любые продукты, содержащие лактозу, уменьшать количество употребления белковой пищи. Вот где-то так. Леся Барановская. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Муж неудачно подрезал ноготь на ноге и стало загнивать почти месяц. Есть ли народные способы справиться с этим? Врачи говорят снимать ноготь, но очень не хочется. Как правило, когда начинает врастать ноготь, после этого появляется болевой синдром ногтя, большого пальца. Это все признаки полинейропатии или заболевания или осложнения заболевания сахарный диабет 2 типа или сахарный диабет 1 типа. Также это может быть на фоне сахарного диабета 2 типа артериосклероз нижних конечностей.
И это все в комплексе необходимо устранять. Первое, что необходимо сделать, вот послушайте умного человека. Дело-то не в ногте на самом деле. Дело находится у эндокринолога. Вам необходим эндокринолог для того, чтобы поставить диагноз. Если у вас проблема сахарный диабет первого или второго типа, дело в том, что вылечить ноготь отрезанием или еще чем-либо практически, скорее всего, будет невозможно в случае, если у вас есть сахарный диабет. В случае, если есть сахарный диабет, то это основная проблема, которая развивается, и ее необходимо лечить. Там необходимо лечение препаратами, допустим, метформин при сахарном диабете второго типа или там инсулином при сахарном диабете первого типа. При этом как бы побочные препараты, которые необходимо принимать для сосудов нижних конечностей, для работы этих сосудов. Это препарат мой, это альфа-липоевая кислота. Но начинать необходимо однозначно с консультации эндокринолога. Других вариантов никаких. В случае, если не хотите эндокринолога, то если хотите лечить, то мазь моя называется антитроф. Препарат бетаин, второй препарат глюконорм, третий препарат гликоцитрохромин и гликоцитрохромин в виде спрея. Также препарат артериосклеропатин, это препарат для улучшения движения крови в нижние конечности. Ну и можно еще препарат рутин принимать. Но видите, как много. Я считаю, что гораздо проще все же обратиться к врачу. Не обращаться сейчас к хирургу, а все же обратиться к эндокринологу, дабы выяснить, что же за заболевание вызывает у вас вот такие проблемы. А с порезом ногтя это, поверьте мне, совершенно никак не связано. Надежда, у достаточно взрослого человека стала очень тонкая кожа. Можно ли помочь и какими препаратами? Как правило, кожа становится очень тонкой при анемии или заболеваниях двенадцатиперстной кишки, тонкой кишки. Обычно это является следствием заболеваний гастроэнтерологического. То есть это может быть язвенный колит, это может быть язва двенадцатиперстной кишки, это может быть гастродуоденит, это может быть язва желудка, это может быть гастрит. То есть это все может в комплексе приводить к тому, что кожа становится бледной и тонкой. Также это может быть амиопластической анемией, это может быть железистой анемией, это может быть анемией, какой-либо формы анемии. Я рекомендую при такой анемии принимать препараты с высоким содержанием фолиевой кислоты. Второе, железо, витамина В12. То есть в нашей компании есть препарат Супра, в нем находится фолиевая кислота, витамин В12. Есть препарат Фемимакс, в нем находится большое количество и фолиевой кислоты, и В12, и В6. Есть препарат нашей компании, он называется железо, 1 чайная ложка 3-4 раза в день, он совершенно безопасный, это наноквахилат железа. Далее есть препарат Гемонем, который поможет избавиться от анемии. Ну и все же начать лечить заболевания желудка, уменьшать кислотность желудка. Это препарат, который я рекомендую использовать, это препарат чай-железняк, один пакетик 3-4 раза в день. Второе, можно попринимать пепсин. Не обязательно это моей компании, можно попринимать пепсин любой другой компании. Есть ацидопепсин препарат, можно его попринимать, это медицинский препарат. Из моих препаратов рекомендую использовать препарат «Здоровый желудок», гастропротектор и любой препарат, связанный с пчеловодством. Допустим, это может быть Апимакс, или это может быть канцерамидин моей компании, это может быть маточное молочко.
Ну и обязательно проверить кровь на наличие анемии. Возможно, это анемия, и она требует особого пристального внимания. Ирина Кисницка. Здравствуйте, принимаю Эутирокс. 12,5. Можно ли отказаться? Ставили гипотиреоз. Спасибо, есть лимфостаз. Голодаю. Умница. В случае, если вы откажетесь при гипофункции щитовидной железы Эутирокс, а у вас, скорее всего, есть еще и токсический аутоиммунный тиреоидит, то это, скорее всего, приведет к чрезвычайному ухудшению общего иммунитета и к развитию самых невероятных различных заболеваний. Хочу вам сказать, ни в коем случае этого не делайте. Можно ли каким-либо образом восстановить функцию щитовидной железы? Да. Каким образом? Не отменяя препарат Эутирокс, длительное время 3-6 месяцев принимайте мой препарат, который называется Теротозин. По 2 таблетки 3 раза в день, не менее нескольких месяцев. Только после этого вновь сдаете АТТПО, после этого Т4, Т3, ТТГ. Смотрите, если есть изменения в лучшую сторону, и они дают возможность отменить препарат Эутирокс, только после этого можно отменять препарат. И то предварительно проконсультировавшись у эндокринолога. Здравствуйте. Папа после инсульта ходил немного, а теперь свело ногу и не может на нее наступать. Что посоветуете, чтобы восстановить движение? Скорее всего, произошло осложнение. И это осложнение называется второй или вторичный инсульт, который очень часто связан с тем, что человек, сжав зубы, не следует предписанию врача. Одна из особенностей проявления инсульта заключается в том, что появляется геморрагия при разрыве сосуда. И такая геморрагия заполняет верхнюю оболочку мозга в небольшом количестве или в большом, а от этого зависит качество пареза. То есть это может быть тетрапарез или монопарез, не менее или дисфункция определенной части нашего тела. Когда мы напрягаем дополнительно такие части тела, то может произойти внутричерепное давление, и в месте слабом, то есть в месте разрыва или в месте, где еще не образовалась фиброзная ткань, где не произошло еще формирование коллагена, может происходить вторичный микроинсульт, который приводит вот к таким состояниям. Первое, что необходимо знать, при любых заболеваниях, которые связаны с инсультом, первое время необходимо максимально ограничивать человека в движении. Максимальное ограничение человека в движении может привести к тому, что заживление и улучшение общего состояния улучшится во много раз. По поводу спастики. В случае, если вы будете заниматься массажом спастики, то массаж спастики не должен привести к тому, что спастика должна исчезнуть. Массаж должен привести к тому, чтобы не было деструктивной атрофии мышечных тканей в месте спастики. Таким образом, для того, чтобы не восстанавливают массажами дисфункции и спастику, не восстанавливают, сохраняют мышечную и костную ткань, потому что без движения происходит атрофирование мышечной ткани и костной ткани. Именно поэтому и делают вот такие массажи. Во всех остальных случаях это не приводит к тому, что у человека улучшается состояние, именно поэтому нельзя приседать, делать физические нагрузки, не увеличивать активность, никакого спорта, никаких занятий, приседания, подъемы тяжестей, быстрые движения, быстрое дыхание, это все ни в коем случае в реабилитации инсульта делать нельзя. То есть все должно быть плавно, легко, мягко. Дальше препараты, которые я рекомендую. Мной разработан целый комплекс нутрицитологических препаратов, которые могут помочь в реабилитации человека, у которого есть, который перенес заболевание инсульт. Первый препарат — это здоровые сосуды, увеличивает появление заживления и появление фиброза тканей, появляется коагуляция тканей, которая
находится в месте разрушения сосуда, восстанавливается интима сосуда. Далее, второй препарат называется децепин, приводит к тому, что увеличивается количество лейкоцитов вокруг геморрагии, что увеличивает или улучшает процесс заживления, фактически уменьшая вот такую спастику, то есть начинают двигаться руки. И второй препарат антипоразин, который сохраняет мышечную структуру, который улучшает общее кровоснабжение и так далее. Одним словом, снижает внутричерепное давление, создает все преимущества и все условия для быстрой реабилитации при перенесенном заболевании инсульт. Давайте еще раз я скажу об этих препаратах. Их несколько. Антипоразин, децепин и здоровые сосуды. Принимать необходимо по 2 таблетки 3 раза в день. Также очень важно для человека, который перенес инсульт, необходимо обязательно контролировать нервное возбуждение. Поэтому я рекомендую препараты успокаивающего характера. Это препараты с высоким содержанием магния и витамина В6. В нашей компании это препарат магний В6. Это препараты седативного действия. В нашей компании это препарат Пастовид и препарат Серонтал. Из медицинских препаратов я могу порекомендовать, не буду рекомендовать, можно просто настойку валерьяны или таблетки валерьяны. Можно витамин В6 и магний В6 вот в таком виде купите в сети медицинских учреждений. Поэтому можете вот таким образом помогать вашему отцу. Также я так предполагаю, что он активный человек и говорит, что вот спорт, обливание, холодная вода, это все поможет. Когда люди начинают смотреть или видеть информацию, которая в широком таком пласте представлена в интернете, то они могут сталкиваться с рекомендациями, которые дают здоровые люди. Рекомендации здорового человека чрезвычайно, как правило, отличаются от рекомендаций человека, перенесшего данное заболевание, от рекомендаций врача. При разрушении сосуда должно произойти заживление сосуда. А заживление сосуда может произойти при спокойствии. То есть происходит это следующим образом. Появляется геморрагия за счет увеличения адреналина, после чего появляется вокруг геморрагии участки фиброза, появляется коагуляция, появляется формирование участков новых тканей и происходит таким образом появление рубца в этой зоне и так далее. И это, как правило, связано с тем, что будет спокойствие у человека. То есть человек будет спокоен. Иногда спрашивают: Андрей Андреевич, когда человек после инсультный период становится агрессивным и очень вспыльчивым, объяснение этому тоже есть. Для того, чтобы происходила коагуляция, в этом участвует адреналин. Поэтому человек с повышенным, с такой вот, наверное, прорывом сосуда, ему необходимо адреналина больше, чем обычному человеку. Именно поэтому такие люди вспыльчивы. И, как правило, у людей, переносших инсульт, очень часто появляется заболевание бессонница. Бессонница связана с тем, что на протяжении дня в большом количестве адреналин участвует в коагуляции или появлении вот такого микротромбирования сосуда, что приводит к тому, что происходит нарушение сна. Именно поэтому для людей, которые перенесли инсульт, могут длительное время рассматриваться еще и процессы бессонницы. Теперь вы это все будете знать. Бессонницу можно убирать витамином В6, магний В6, препаратами снотворными, которые необходимо давать человеку, который только перенес инсульт, ну и максимально постельный режим, успокаивающие препараты и так далее. Надеюсь, ответил полностью на данный вопрос. Алина. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, я подозреваю, что у меня защемление нерва, и сегодня я собираюсь к мануальному терапевту. Стоит ли мне к нему идти? Ну, если вы решили, идите, стоит, конечно. Если у вас защемление нерва, то стоит идти к мануальному терапевту, стоит.
Если у вас защемление нерва, с чего необходимо начать? Первое, необходимо спать без подушки. Это первое. Второе, старайтесь спать на затылке, не ложитесь на левую сторону и на правую, старайтесь спать на спине. Третье, любые висящие упражнения. Также есть великолепные 7 упражнений, которые я разработал для лечения позвоночника. Они так и называются: 7 упражнений Дуйко для лечения позвоночника. Найти их вы можете с легкостью в YouTube. Прямо так и ввести Андрей Дуйко лечение позвоночника 7 упражнений. Выполняя эти несложные 7 упражнений, они все статические, то есть не нужно там никак поднимать руки или еще что-то делать. Это определенные позы, в ходе которых происходит небольшое функциональное растягивание, позвонков. И растягивание происходит копчикового шейного отдела, поясничного отдела, пояснично-крестцового отдела и грудного отдела. Но правильное растягивание. Потому что очень часто люди начинают тянуться сами, там влево, вправо, голову тянуть и так далее, что может привести к ухудшению общего состояния. Могу ли я рекомендовать помощь мануального специалиста? Вы знаете, первое, если мануальный специалист имеет, наверное, диплом и имеет опыт работы там многолетний, ну, наверное, да. Если это человек, который придумал, что он может таким образом помогать людям, ну, я, наверное, не могу рекомендовать. Поэтому, если мои слова покажутся для вас, может быть, там непонятными, то я хочу вам сказать, что я бы начинал, наверное, все-таки с невролога. Пусть бы невролог определил. С невролога, после чего МРТ, после чего постановка диагноза, и только после этого уже посещение мануального терапевта. Как-то так. Сейчас переделали мазь, она называется вертебрализ. В нашей компании мной разработана мазь, она называется вертебрализовая. Великолепная мазь, которая имеет в своем составе папаин. Такой папаин, который находится в этом составе, а также экстракты из растений, которые связаны с тем, чтобы устранять отечность, иметь противовоспалительное действие, противотромботизационное действие и могут снимать и купировать листоз, грыжу и любые ущемления ткани, мозговой ткани позвоночника нашими позвонками. Рекомендую использовать данную мазь, серьезно помогает, испытано на мне. Была допущена ошибка, и мы делали мазь немного неправильно, хорошо я обратил на это внимание, и помогли в этом ребята из Америки. Могу сказать, что сейчас мазь полностью переделана, и сейчас ее эффективность в 1000 раз лучше. Поэтому пользуйтесь, пожалуйста, для вас мазь вертебрализовая. Людмила Точинская. Когда слушала ваш вебинар, вы рассказывали, как можно послабить действие ковид-вакцины, но никак не могу найти ее. Могли бы вы напомнить, что нужно сделать? Если вам поставили вакцину, вы боитесь, что она на вас повлияет, аннулировать действие вакцины несложно. Вам поможет просто обычный загар. То есть необходимо пойти в солярий и принять солярий 3 раза подряд. То есть первый день, второй и третий. На этом действие вакцины закончится. Уже доказано, что прямое попадание ультрафиолетовых лучей во время применения загара в солярии не помогает, а устраняет действие вакцины, поэтому действие вакцины становится бессмысленным. Поэтому вот, пожалуйста, об этом можете почитать и в интернете. Интернет — это настолько большая система, там все это есть. Можно написать в интернете загар в солярии и вакцинация. Вот. Это русские сайты. Все русские сайты у меня закрыты. Ну, можно найти. Нужно воздержаться в течение месяца от загара после первой прививки. 2 после второй, пока идет выработка антител.
Ну и здесь сразу же понятно, что в случае, если человек принял прививку и тут же воспользовался солярием, то антитела от прививки вырабатываться не смогут, и этого не произойдет. Здравствуйте, Андрей Андреевич. У мамы был инсульт недавно. Что вы посоветуете? Ей 76 лет. Уже посоветовал. Сергій Серж. Моєму діду 95 років, ветеран війни. Не бачить на одне око, на друге бачить тільки силуети і не чує зовсім на одне ухо. На друге треба кричати, що він почув. З кожним днем йому стає тяжко вставати, ходити. Підскажіть, будь ласка, що можна подавати йому з ТФ, щоб хоча б трошки покращити зір та слух. І взагалі стан дуже хочеться, щоб пожив ще років 5, більше не мучився из-за слуху и зору. Один препарат называется у нас фитокулис, второй препарат называется у нас тутус. Фитокулис и тутус. По одной таблетке 3 раза в день. Улучшится общее состояние. Леся Барановская пишет: сахар точно в норме. Сахар является показателем сахарного диабета первого типа, но заболевания сосудов возникают как раз не при сахарном диабете первого типа, а при сахарном диабете второго. А сахарный диабет второго типа определяется при повышении инсулина в крови. Даже незначительное повышение инсулина в крови говорит о том, что человек болен сахарным диабетом второго типа. Именно поэтому глюкоза в крови не является показателями сахарного диабета второго типа. Есть такие работы медицинские, которые доказывают, что при сахарном диабете второго типа, в случае, если его не лечить, появляется артериосклероз нижних конечностей, появляется полинейропатия, нефропатия, нейропатия. И это заболевания, которые могут быть связаны и с сосудами, и с почками, и с предстательной железой и так далее. И это все, как определить, есть ли сахарный диабет второго типа или нет? Обычно это ожирение, то есть очень низко висячий живот с большой складкой жировой. Там находится и накапливается наш любимый инсулин, который и приводит нас к тому, что появляются вот такие заболевания. Поэтому сахар в норме не показатель. Татьяна Гдичинская. Огромное спасибо вам, Татьяна. Татьяна является оператором нашего сайта tibetan-formula.com и помогает вам сразу же выбрать препараты деципин, антипаразин, здоровые сосуды. Спасибо, Татьяна. Ольга Боровик. Здравствуйте, Ольга, я вас помню. У моего сына Макса продолжают появляться новые псориатические бляшки на теле. Отказался от сладости и сдобы, пропили схемы, принимает спортпитание. Может ли на фоне приема протеина ухудшиться псориаз? Да. Как правило, на фоне приема именно спортивного питания и ухудшается. Почему? Сахароза, декстроза и инулин приводит к тому, что у него это появляется. Как правило, такие дети, у которых появляется псориаз, склонны к тому, что у них гастрит и неспецифический язвенный колит. Им необходимо по возможности уменьшать прием белков и, как ни странно, переходить к полному купированию и попаданию в организм лактозы. Также нужно принимать препараты, о которых я сегодня говорил. Это препарат бетаин, бетулин, бетулиновая кислота. Пройти курс лечения она со следующей недели будет. И, конечно, диета. Это диета с уменьшением белков, диета с уменьшением углеводов и диета безлактозная. Да. А сами бляшки смазывать изотоном или изотоновой мазью. Только таким образом. Лечить неспецифический язвенный колит еще можно пепсином, можно железняком, чаем. Вот также обычно неспецифический язвенный колит является следствием реакции человека на стрессы. То есть он вот так реагирует. Это неврозы, это какие-либо вспышки гнева и так далее. Наргиза. Здравствуйте, Андрей. Андрей, скажите, пожалуйста, следует ли мне удалить полип в матке или можно устранить его иначе? Спасибо огромное за ответ.
Если полип в матке растет, то тогда его необходимо устранять. В случае, если он не растет, не приводит к кровотечениям, то делать с ним ничего не нужно. После того, когда начнется климакс, данный полип полностью перестанет развиваться и в дальнейшем мумифицируется. То есть до того момента, пока у вас есть менструация, такие полипы могут у вас доставлять вам, может быть кровотечение. Но в случае, если кровотечения нет, в случае, если у вас нет фиброзных тканей, серозно-фиброзных тканей, в случае, если там все хорошо и чисто, просто вот полип и все, тогда не нужно его удалять. Он может быть безопасный. Если он вам не мешает никак, то не нужно ничего с ним делать. Инесса, если удалена щитовидная железа, эутерокс как лекарство, что можно СТФ дополнительно? А дополнительно необходимы препараты для иммунитета. Один из лучших препаратов для иммунитета это, конечно, бетулин. Бетулин, он воздействует на лейкоциты, заставляя лейкоциты или, наверное, продуцируя лейкоцитами интерлейкины. Интерлейкины это и есть наш иммунитет, поэтому на защите нашего организма это на первом месте находится. Именно поэтому в случае, если человек принимает бетулин, то он восстанавливает иммунитет. Щитовидная железа, основа деятельности щитовидной железы, помогать формировать иммунитет и помогать устранять последствия каких-либо влияния вирусных заболеваний и так далее. Именно поэтому поддержка иммунитета это препарат бетулин, препарат иммуногранд, препарат инстамакс, эмбрио плюс. Это все препараты для иммунитета. Данные препараты могут заметно улучшить ваше состояние. Как проявляется иммунный дефицит, который может возникать в случае, если человек, допустим, перестает принимать препараты эутерокс для щитовидной железы, что появляется? Со временем могут появиться в большом количестве пигментные пятна. Они могут появляться на теле, они могут иметь синюшный цвет, черный. Это все признаки проявляющегося иммунного дефицита. Также осложнения могут быть любого рода, то есть это бактериологические осложнения кишечника, то есть это могут быть амебиозы, какие-либо энтерококки, это могут быть вирусные заболевания, легочные, могут быть заболевания печени, заболевания мочеполовой системы, молочницы, это могут быть увеличиваться лимфоузлы и так далее. Поэтому это все иммунитет стоит на нашей защите, аллергия, и так далее. Все это наш иммунитет, и иммунитет является одним из самых важных источников в дальнейшем нашего здоровья. Здравствуйте, Андрей Андреевич, у меня на голове жировик. Подскажите, что можно сделать, чтобы избавиться, но без операции? Благодарю. Если одиночный жировик, то это может быть не жировик. Такая липома, она обычно возникает на фоне дисфункции печени при жировом гепатозе. Это может быть не обязательно жировик. Пусть врач сначала поставит диагноз, сделает биопсию, проведет исследования гистологические и на протяжении месяца выявит, является ли это злокачественным новообразованием или доброкачественным. Это очень важно, потому что если это доброкачественное, то можно что-либо делать. Если злокачественное, то ничего нельзя. Насколько я знаю, жировики, они могут исчезнуть, если человек убирает, такое в моей жизни было, если человек полностью устраняет прием сладкой пищи. Второе, в случае, если человек начинает принимать препараты от холестерина, лечить печень, это препарат бетулин, бетулиновая кислота, гликоцитрохромин, глюконорм. Народные способы научили когда-то в Узбекистане устранения жировиков, есть еще русский способ. Итак, способ устранения жировиков из Узбекистана. Необходимо взять из нута муку, заварить зиру, 1 столовая ложка на стакан кипятка, ввести такую горячую
горячий завар зиры в этот нут и замешать в виде теста. После чего это тесто приложить к липоме и сверху закрыть там куском материи на какое-то время, там на сутки. Делать это через день на протяжении 10 дней. В случае, если не уходит, ну тогда второй способ. Есть такой способ. Человека бьют веником в бане, то есть бьют его по верхней части рук и произносят, потому что мама не так. Бьют сначала по попе со злостью, говорят, потому что папа, мама не добили. Ну или не наказали, когда нужно было. А потом бьют по рукам сверху, чтобы давала, когда нужно, и потом разворачивают человек и по ладоням бьют, чтобы не брала, как-то так. И потом этот веник, один раз это делают, а потом этот веник им никого не парят, выносят, он высыхает и его сжигают на костре. Ну вот считается, что вот такой необычный обряд, не знаю, правда или нет, может убрать у человека липому. Вот так. Уже на следующей неделе будет выпущено, и вы сможете увидеть новый препарат компании «Тибетская формула», который называется бетулиновая кислота. Несколько слов о бетулиновой кислоты из Википедии. Сейчас. Бетулиновая кислота. Бетулиновая кислота и ее производные обладают противовоспалительной, противоопухолевой и анти-ВИЧ активностью. В 1955 году отметили, что бетулиновая кислота — это селективный ингибитор меланомы в организме человека. Также доказали, что бетулиновая кислота способна вызывать апоптоз нейробластомы у человека в моделях системы INVIRT in vivo. В одно время она подвергалась разработке в качестве лекарственного средства при сотрудничестве с компанией Rapid Access, программой разработки мер вмешательства Национального института онкологии. Также обнаружили, что бетулиновая кислота вступает против нейроэктодермальной нейробластомы, медулобластомы и саркомы Юинга, злокачественной опухоли мозга, карциномы яичников, лейкемии клеточной линии, злокачественной чешуйчатой карциномы головы и шеи, клеточных линий ЦЦС и ЦЦС9, наоборот, при раке эпителия, молочной железы, раке толстого кишечника, мелкоклеточного рака и так далее. Таким образом обнаружили, что эффективность бетулиновой кислоты в качестве противоракового агента хороша. Одним словом можно сказать, что бетулиновая кислота является на сегодняшний день одним из веществ, которые достоверно, а этих работ очень много, их более 2500, бетулиновая кислота достоверно помогает человеку и может помочь человеку в ходе лечения заболеваний вирус иммунного дефицита, вирус любой активности, гепатит. Также я читал работы при лечении бетулиновой кислотой саркомы, рака молочной железы, заболеваний псориаза первой и второй стадии. Дальше рака матки, меланом, ну и так далее. И там эти работы, их очень много. То есть там есть исследования, эти исследования, их очень много. И это как раз и является препарат нутрицептиком. То есть это препарат-экстракт, который выделяется определенным образом из самого бетулина. Бетулин — это пигмент коры березы. Изготовить бетулиновую кислоту в домашних условиях и в большинстве своем даже в химической лаборатории чрезвычайно сложно. Мы изготавливаем, потому что есть такая возможность, мы знакомы с химией, фармакологией, фармацией, поэтому сами производим бетулиновую кислоту. Великолепный препарат, в большинстве случаев рекомендую использовать совместно с применением бетулина как противоопухолевый препарат или самой бетулиновой кислоты как препарат лечения синдрома иммунного дефицита или любых заболеваний кожи.
Здравствуйте. Периартрит плечевых суставов в острой фазе. Чем лечить? Очень часто периартрит плечевых суставов связан с повышенной молочной кислотой и мочевой кислотой. Лечить необходимо двумя препаратами не от артрита. Это уролиз и манкулит. По 1 чайной ложке на стакан воды 2 раза в день. Также и первым и вторым средством, они жидкие, натирать плечи. Таким образом периартрит исчезнет. Великолепные средства, пожалуйста, принимайте. С вами был Андрей Дуйко. Все препараты можно приобрести на моем официальном сайте tibetan-formula.com. Также на моем сайте aduiko.com. Все препараты являются нутрицептиками. Препараты, сделанные из экстрактов лекарственных растений, являются биологически активными препаратами, добавками к пище. Все препараты прошли клинические испытания, а также имеют сертификации и имеют гигиенические заключения Министерства здравоохранения Украины. Также на моем сайте tibetan-formula.com вы можете перейти на сайт моего завода, и в случае, если вы решили заниматься бизнесом и хотите, чтобы моя компания разработала для вас ваш персональный препарат под вашей торговой маркой, сделала для вас исследование или провела или сделала гигиенические исследования, то мы готовы рассматривать ваши идеи, идти с вами на сотрудничество и так далее. До свидания, здоровья всем!